Всем привет, с вами Ксюша, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такую скалешницу. Освоив этот метод, вы сможете создавать эффектный декор из обычной шпаклевки, не только на столешницах, но и на стенах. А еще мы подробно разберем работу с эпоксидной смолой. Она придала поверхности глянцевый, почти стеклянный эффект. Но как это часто бывает, не обошлось без сюрпризов. Будет интересно. Поехали! Как я уже говорила, скальолу будем делать из обычной гипсовой шпаклевки. Первым делом добавляем в нее сухие пигменты. Я буду использовать черный и серо-коричневый. При помощи них мы создаем основной теплый серый цвет будущей скальолы. Если делаете в светлом цвете, то сухие пигменты можно не добавлять. Хорошо перемешали сухие колоранты и теперь отмеряем 1 литр сухой смеси. Так делать проще и удобней, так как не приходится каждый раз взвешивать необходимое количество шпаклевки на весах. Готово. Пересыпаем в материал заранее подготовленную смесь ПВА и воды. Смешаны они 1 к 1. Далее одеваю перчатки и хорошо вымешиваю материал до консистенции пластилина. Клей ПВА в составе скальолы играет очень важную роль. От него зависит ее прочность и сцепление с поверхностью, поэтому желательно выбирать качественный столярный клей D2 или D3. Теперь выкладываю получившуюся массу на пленку и отделяю небольшую часть, примерно 1/5. Немного расплющиваем заготовку и размазываем по ней жидкий колорант. Я использую 3 теплых оттенка и черный. Вы можете применять любые цвета, которые хотите. Смазала одну сторону и сворачиваю заготовку, чтобы колорант оказался внутри шпаклевки. Немного расплющила эту заготовку и наношу еще 2 цвета – бежевый и охру. Достаточно. Теперь заворачиваю колоранты внутрь материала вот таким образом. И первая часть у нас готова. Чтобы скальола получилась с более интересным и плавным переходом по цветам, я одновременно использую 2-3 оттенка. Где-то наношу охру и черный, где-то использую черный, бежевый и охру, а где-то только бежевые оттенки. При этом наношу их местами прямо друг на друга, а где-то участками. Такое смешивание цветов позволяет создавать рисунок камня с большим количеством полутонов. Сложного тут ничего нет, и колировку материала я покажу только один раз. В дальнейшем буду делать это за кадром. Принцип работы, я думаю, что вам и так понятен. Главное, заранее подберите цвета колорантов, опираясь на те варианты мрамора, которые нравятся вам. Фотографий разных сортов камня в интернете очень много. Также можете посмотреть мои ролики по созданию скальолы. Работы отличаются по технике замеса, и это сильно влияет на получающийся результат. Плюс эти варианты можно комбинировать между собой и получать более интересный финишный эффект. Здесь огромное поле для экспериментов и с сочетанием самих цветов, и со способом нанесения материала на поверхность. Заполняю колером последний элемент и добавляю к остальным. Теперь их нужно хорошо смять друг с другом, чтобы получилась одна большая колбаса. Делать это нужно аккуратненько, чтобы она вся не развалилась. Сделали заготовку, далее берем распылитель с водой и смачиваем столешницу. Готово. Теперь переносим заколированную шпаклевку на поверхность вот таким образом. Отвалившуюся часть возвращаем на место и немного придавливаем материал. Отлично. Далее снимаю грязные перчатки и укрываю шпаклевку при помощи пленки для цветов. Она очень хорошо подходит для такой работы, так как не сильно липнет к влажному материалу. Теперь беру скалку и раскатываю нашу заготовку. Столешница у меня сделана из ламинированного МДФ, и для ее подготовки я сначала заматировала глянцевое покрытие 120 шлифовальной бумагой, а после нанесла грунт по пластику. Поэтому, на мой взгляд, лучше использовать МДФ или ДСП без ламинированного декоративного покрытия. Тогда можно применять не грунт по пластику, а кварцевый грунт. Его проще найти, да и стоит он дешевле. Эта столешница небольшая и особо подвергаться деформации не будет. Если декорируете более крупные поверхности со сложной конструкцией, то перед раскаткой скальолы лучше сделать армирующий слой. Для него понадобится штукатурная сетка и гипсовая шпаклевка, смешанная с ПВА. На канале есть одно видео, где я делаю столешницу из микроцемента. Там подробно показан принцип создания армирующего слоя. Закончили раскатывать центральную часть, далее переходим к углам. Для этого снимаю первую пленку, убираю ее в сторону и накладываю вторую, которая находится у меня с другой стороны.
Теперь беру шпатель и аккуратно размазываю материал по торцу столешницы. Главное, не торопитесь, чтобы слой лег максимально ровно. Если вы заранее сделали армирующий слой с сеткой, то шпаклевка будет приставать гораздо лучше. Плюс первый слой заберет часть влаги, так что трещины вряд ли у вас появятся. Подгладила материал, теперь нужно снять пленку и шпателем аккуратно срезать все лишнее. Снова укрываем шпаклевку пленкой и доглаживаем этот участок при помощи скалки. Вообще, техника нанесения очень интересная, и я просто обожаю работать со скальолой. Процесс раскатки материала – это один из самых интересных моментов. Только посмотрите, как узор оживает на глазах, создавая уникальный мраморный эффект. Это настоящая магия. Такая столешница может стать ярким акцентом в интерьере, но чтобы она действительно заиграла, важно создать обстановку, которая ее достойно дополнит. И вот тут начинается непростая задача – найти качественную, красивую и при этом доступную по цене мебель. Именно поэтому я хочу вам рассказать про центр мебели в Москве и Санкт-Петербурге. Это настоящая находка для тех, кто ценит надежность, стиль и индивидуальный подход. У них можно найти мебель под любую планировку, будь то компактная студия или просторный загородный дом. Самое главное – качество. Производитель дает 20 лет гарантии на свою продукцию. Это лучшая демонстрация уверенности в ее надежности и долговечности. К тому же их менеджеры всегда на связи и готовы помочь с выбором и ответить на любые вопросы, чтобы вы получили именно то, о чем мечтали. И внимание, сейчас в центре мебели по промокоду КС2025 действуют скидки до 55% на весь ассортимент. Это отличная возможность не только обновить интерьер, но и сэкономить. Моя близкая подруга уже заказала у них кухню и осталась в полном восторге. Все сделали быстро, аккуратно и действительно качественно. Теперь хочется на этой кухне проводить как можно больше времени. Настолько там стало уютно и красиво. Хотите увидеть лучшие решения для вашей кухни, прихожей, детской, ванной, гостиной или спальни? Переходите на сайт Центр мебели, ссылка будет в описании под этим видео. Если вы хотите создать интерьер мечты, где все будет гармонично, обязательно посмотрите, что предлагает Центр мебели. Ну а мы тем временем возвращаемся к нашему декору и посмотрим, как этот мраморный узор буквально оживает у нас на глазах. Для добавления скальоли мелких прожилок камня я делаю вот такие линии. Они проходят через основной узор и на финише будут выглядеть как очень тоненькие трещинки. Прорезала материал, теперь беру маленькую кисточку и набираю на нее немного бежевого и черного колоранта. Далее прокрашиваю получившееся углубление. Если колер наносится не только в углубление, но и на плоскую часть, то ничего страшного, такими широкими полосы не останутся. Сделали вот такую зебру, теперь накрываем пленкой и еще раз раскатываем. Закончила раскатывать первый фрагмент скальолы, далее снимаю пленку и окрашиваю один из ее краев. Это нужно сделать до того, как мы будем стыковать следующий замес. Если вы хотите, чтобы границы стыкуемых участков скальолы были менее выражены, то тогда можете не делать этого. Пропускайте данный этап и сразу добавляйте следующий элемент декора. Прокрасила сторону, к которой будет стыковаться новый элемент. Теперь беру распылитель с водой и смачиваю поверхность. Следующий замес у меня уже подготовлен. Делала я его точно так же, как и первый. Аккуратно перекладываю его на столешницу, немного выравниваю, и можно накрывать его пленкой. Такое крепление пленки на малярную ленту очень удобно, особенно во время обработки торцов столешницы. Создавать скальолу на горизонтальной поверхности значительно проще, чем на стене. Здесь нет необходимости отдельно раскатывать шпаклевку на пленке, а затем переносить ее на вертикальную поверхность. Все происходит прямо на месте. Мы сразу формируем декоративный слой, и дополнительных этапов не требуется. Кроме того, работа на горизонтальной поверхности позволяет заполнять сразу большие участки. Это дает два преимущества: меньше стыков и переходов между участками, а значит узор выглядит целостней, и плюс сам процесс идет гораздо быстрее. Раскатала вторую заготовку и теперь добавим к ней рисунок крапинок при помощи вот таких комочков. Как их сделать, я показывала в одном из своих видео. Ссылку оставлю в описании. Вы можете добавлять их равномерно на каждый элемент скальолы, а можете делать, как я, создавая небольшие акцентные участки. Также можно заполнить всю поверхность только при помощи них. Тогда узор скальолы получится максимально детализированным и хаотичным.
Добавила комочков и теперь дополнительно распределяю их руками, чтобы крапинки заполнили поверхность более равномерно. При колировке этих элементов я применяла те же цвета, что и для больших заготовок. Так крапинки получатся в похожем стиле и будут местами выглядеть как светло-серые пятнышки, а местами иметь теплый бежевый окрас. Видно, как они вминаются в первый слой шпаклевки и придают скальоле новую, более детализированную структуру. Пока что эти элементы по цвету не сильно отличаются от основного, но после шлифовки узор вскроется и станет более заметным. Это единственный и очень простой способ создания такого интересного эффекта. Хорошо раскатали комочки и теперь делаем зебру, как на предыдущем участке. Можно продлевать те линии, что уже созданы, а можно делать их с небольшим смещением в сторону. Визуально второй вариант будет смотреться интересней, так как создаст отдельные полосы разной длины, что немного разнообразит декор. Главное, чтобы они получились не слишком ровными, а имели небольшие изгибы. Готово. Беру колоранты тех же оттенков, что использовала ранее, и прокрашиваю углубления. При желании этим линиям можно придать более интересное и выразительное направление. Например, имитировать трещины, как у колотого мрамора. В этой работе я показываю самый простой вариант, который легко сможет повторить каждый. И даже такой элементарный дополнительный узор придаст работе свою изюминку, делая скальолу более выразительной и натуральной. Все основные элементы техники я вам показала, ничего сложного в этом нет. Оставшуюся часть столешницы я заполню за кадром. Материал за сутки хорошо высох и можно приступать к его шлифовке. Начинаю я с углов и делаю это 120-м абразивом. Немного сгладила острый угол и снимаю большую часть материала с торца. Углы и торцы обрабатываю при помощи бруска для шлифовальной бумаги, а основную плоскость, где можно работать менее осторожно, шлифовальной машинкой. Прошлифовав поверхность, мы вскрыли весь узор скальолы. Заполняющий слой, чтобы скрыть микротрещины и углубления, я не делаю, и это приведет к неожиданному сюрпризу, о котором вы узнаете чуть позже. А сейчас при помощи валика с коротким ворсом нужно нанести грунт глубокого проникновения, чтобы обеспылить поверхность. И делаем это очень аккуратно, так как сухой пигмент может смешиваться с грунтом и образовывать пятна. Грунтовку распределяем равномерным слоем и не оставляем потеков, иначе они могут проявиться на следующих этапах. После того, как грунт полностью высохнет, можно приступать к защитному слою. Либо сразу наносим эпоксидку, либо делаем, как я. Для того, чтобы сохранить цвет, наносим 2 слоя акрилового лака. Таким образом мы получим меньше пятен и будет у нас скальола оставаться светлой. На образце видно, что там, где оптически прозрачная эпоксидная смола нанесена без предварительного укрытия поверхности лаком, цвет намного насыщеннее и темней. Там, где лак не дает впитаться эпоксидке в глубину шпаклевки, те же оттенки выглядят гораздо светлей. Грунт полностью высох, пятен никаких не осталось, а значит можем наносить лак. Для этого лучше всего использовать валик с коротким велюровым ворсом. Просто равномерно распределяем материал по поверхности, не оставляя пропусков. Хорошо видно, как шпаклевка намокает и заметно темнеет. Похожий эффект дает покрытие эпоксидной смолой. Однако после высыхания акрилового лака поверхность значительно светлеет и почти возвращается к исходному цвету, а при использовании эпоксидки темный эффект сохраняется. К тому же узор, созданный с помощью колоранта, становится менее заметным и выразительным. После того, как оба слоя лака хорошо высохли, можем наносить эпоксидную смолу, но для начала ее необходимо подготовить. Отмеряю компонент А, его потребуется чуть больше, поэтому наливаю 400 мл. Готово. Теперь добавляю 200 мл компонента Б. Пропорция может отличаться, поэтому читайте, что указывает производитель на банке. Теперь хорошо ее размешиваем при помощи миксера. Готово.
Теперь берем валик с велюровым ворсом, выливаем немного эпоксидной смолы на столешницу и растягиваем ее в разные стороны. Для такой работы также подойдет флоковый или поролоновый валик. Главное, чтобы валик не оставлял после себя ворсинок. После того, как нанесла первый тонкий слой, сразу наливаю побольше эпоксидки, надеваю одноразовую перчатку и разгоняю смолу рукой в разные стороны. На этом этапе очень важно, чтобы стол стоял ровно, иначе эпоксидная смола стечет в одну сторону и окажется на полу. Плюс застелите все вокруг полиэтиленовой пленкой и укройте подстолье, чтобы ничего не испачкать. Я в работе применяю оптически прозрачную эпоксидную смолу для столешниц, и она очень жидкая. Это позволяет легко распределять материал рукой и не бояться, что где-то останутся неровности. Главное, чтобы поверхность столешницы после шлифовки не имела очень сильных перепадов и не было бугров в 2-3 мм высотой. Сначала я равномерно распределяю эпоксидную смолу по верхней поверхности столешницы, а когда основная плоскость покрыта, перехожу к торцам. Теперь беру строительный фен, выставляю минимальную температуру и слабую подачу воздуха. Держу его обязательно перпендикулярно на расстоянии 25-30 см от поверхности и аккуратно прогреваю всю заливку. Это поможет удалить мелкие пузырьки воздуха. Эпоксидная смола – один из самых непредсказуемых материалов, и с ней могут случаться любые сюрпризы. Я пришла на следующий день, чтобы залить вторым слоем столешницу, и что я увидела? По всей поверхности появились черные пятна. Это произошло из-за того, что после шлифовки я не стала заполнять мелкие углубления, а 2 слоя лака недостаточно запечатали их. Эпоксидка проникла в эти микроотверстия и наделала очень много мелких пятен. Решений здесь несколько. Либо оставить все так, как есть, либо снять скальолу вместе с эпоксидной смолой, либо добавить потали. У меня есть золотая поталь, и чтобы не снимать все и не переделывать работу заново, я нанесу ее на самые заметные темные пятна. Полностью перекрывать их не буду. Главное разбить общий эффект, который они создают. Блестящее золото добавит заметные крапинки и внесет в декор дополнительную пестроту. За счет яркости и блеска потали темные пятна станут менее заметны и начнут визуально перекликаться с золотом, как будто так и было задумано изначально. Пока смола достаточно липкая, к ней легко клеится поталь. И можно не применять специализированный клей. Просто отрываю маленькие кусочки и сразу приклеиваю. Главное работать в перчатках, чтобы во время процесса не оставлять отпечатков пальцев на еще не высохшей эпоксидной смоле. Закончила с золотой поталью и теперь заливаю столешницу еще одним слоем эпоксидной смолы. При нанесении второго слоя валик не применяю, а сразу разравниваю эпоксидку рукой. Так как первый слой не до конца высох и еще липкий, соединение между слоями будет надежней. На следующий день проверьте, ровно ли лег второй слой эпоксидки, и если требуется, нанесите третий. Таким образом можно получить гладкую зеркальную поверхность и даже обойтись без шлифовки и полировки. В завершении убираю пузырьки воздуха строительным феном и оставляю эпоксидную смолу полностью высыхать. Прошло 7 дней, эпоксидная смола полностью затвердела, и вот результат, который у нас получился. Я также добавила подсветку, и теперь каменное подстолье смотрится гораздо выразительней. В целом стол выглядит отлично, хотя изначально задумывался немного другой вариант столешницы. Получилось так, что исправляя огрехи декора, мы неожиданно нашли новый интересный подход. И это на самом деле очень ценно. Теперь, зная рабочий способ устранения ошибок, в следующий раз использовать эпоксидную смолу будет гораздо спокойней. Да и после такого приключения с пятнами уже не захочется полагаться лишь на 2 слоя акрилового лака. Лучше перестраховаться и сделать все максимально надежно. Во всех видео, где я показывала разные техники создания скальолы, я всегда после шлифовки и грунтования наносила заполняющий слой шпаклевки, чтобы закрыть мелкие кратеры и углубления. Потом снимала излишки шлифовальной машинкой, снова грунтовала и только после этого создавала защитный слой. Либо двухкомпонентным лаком, как видео про скальолу на кухонном фартуке, либо акриловым лаком на водной основе. Причем на образцах, где я покрывала и лаком, и эпоксидкой, таких пятен не было. Видимо, дело в том, что слои были гораздо тоньше. При работе со столешницей нужно обязательно наносить заполняющий слой шпаклевки и 3-4 слоя акрилового лака, чтобы он надежно запечатал все микротрещины. Особенно важно тщательно проработать нижние края торцов. Именно в этих местах эпоксидка сильнее всего впиталась в шпаклевку, и там образовались самые заметные пятна. Исходя из всего этого, можно сказать, что самый простой вариант наносить эпоксидную смолу сразу, без промежуточных слоев лака. Но в этом случае шпаклевку нужно заранее колеровать
полировать, учитывая, как она потемнеет после заливки. Это обязательно стоит проверить на образцах, потому что в зависимости от цвета скальолы эпоксидка ведет себя по-разному. В более светлых вариантах, где изначально меньше сухого пигмента, эффект затемнения будет не таким выраженным. Как мне кажется, именно то, что в процессе работы появились пятна и мы нашли способ превратить их в часть декора, делает это видео по-настоящему ценным. Когда все идет по плану, это, конечно, хорошо, но именно неожиданные сложности и дефекты на финише дают самые важные уроки. Такие моменты заставляют внимательнее относиться к первым этапам и понимать, насколько важно все сделать правильно еще до нанесения эпоксидной смолы. Я неспроста всегда советую делать образцы, если в качестве защитного слоя планируется эпоксидка. Это, пожалуй, самый сложный материал из всех, что применяется в декоре. Ни один лак и воск не дает таких кардинальных изменений при правильном нанесении. Они многое прощают, а вот эпоксидка, даже если нанести ее идеально, наоборот подчеркнет и усилит малейшие недочеты. Именно поэтому опыт подобных переделок делает нас внимательнее и дает самые ценные уроки. А на сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, здоровья, пока!